Это копия природных механизмов. Поэтому, проще уже, нет ничего такого. Поэтому будет всем понятно. Вот секретные элементы, они стоят в статоре. Генератор – это ротор и статор. Ротор вращается, статор стоит, стационарный. Но этот статор создает тормоз везде, во всем мире. И тормоз – это есть сопротивление. То есть, если нет сопротивления, значит, результата нет, такой мизерный. Мы сюда вставляем сопротивление. И сейчас в этой компании стоит они уже научились делать секретные элементы из феррита. Это недостаточно, я потом добавлю туда кое-что. А сейчас расскажу, как он работает. Допустим, я ротор, да? Там двух видов. Сейчас у них для демонстрации, а потом еще будет новый элемент под названием айкидо. Айкидо, она, я думаю, всем известная борьба. И тем более она уникальная. Там, не для войны, а для защиты. Допустим, я ротор. Вот у меня магнитное поле здесь. А против меня идет статор, тоже магнитное поле, вот такое поле. Как это делается в айкидо? Идет удар, этот удар перехватывают и не отводят никуда, проталкивают дальше, а потом поворачивают его на 180 градусов. И получается, что по инерции две силы складываются и уничтожают то, кто нападал. То же самое здесь. Разница в том, что в айкидо это рука, а рука имеет генераторы везде. Каждый палец имеет там триллион генераторов. Поэтому она может ухватить. А в роторе такого нет. Нужно, чтобы была сила притяжения. Поэтому вот здесь на пальцах, вот опять же, как работает секретный элемент. Вот они, элементы. Здесь на пальцах возбуждается магнитное поле. Когда сюда подходит другое поле, такое плохое поле, вот на кончиках пальцев поле притягивает его и держит, не отпускает. Потом втягивает и переворачивает. Прибыль. Результат – это прибыль. Тут затрат нет. Мы используем то, что на нас идет, переворачиваем и получаем две прибыли. Это вот тоже есть такой интересный момент. Американский актер Стивен Сигал, он знает эту технологию. Вот я, когда увидел его, да, мне сразу стало удивительно, откуда он знает. Во-первых, никто в мире не знает, что такое электрический ток. А надо знать, потому что все, что мы видим, ощущаем, это все есть электрический ток. И живет оно, потому что есть ток. Вот ток выстраивает направление. И за счет кислорода с двух, снизу и сверху, получается продукт. Они же семена на размножение и так далее. А у Стивен Сигал, он умеет поворачивать ядра атомов на пальцах. Вот так поворачивает, потом у него здесь появляется на кончиках электрический ток. Он когда бьет человека, вот сюда, в солнечное сплетение, тот на час уходит. Спит, через час просыпается. Тем более еще и время восстанавливает. А в данном случае время тоже важно, потому что магнитные поля на пальцах этого элемента должны быть раньше, должны возбуждаться раньше, до того, как магнитное поле статора хочет уничтожить ротор. Тогда они цепляются. Или вот, да, допустим, и почему вот так быстро сделать нельзя? Во-первых, вот этот двигатель, да,
Я его разрабатывал 3 года и мучил итальянцев. Он действительно шедевр. Здесь дорога для Вебера. Вебер, кто такой Вебер? Это магнитный эфир. Если нет дороги для магнитного эфира, то потребление резко увеличивается, а результат, крутящий момент, уменьшается. И так везде. В промышленности нет ни одного двигателя, одни только моторы. Результат намного меньше, чем потребление. Расходы большие, результата нет. А здесь он есть, причем он есть на вот это минимальное 1000 ньютонометров крутящего момента сохраняется на всех оборотах. Чего любой инженер говорит, это невозможно. Посмотри на схему, все будет понятно. Потому что сейчас я, то есть уже понятно, да, что когда, значит, первый двигатель, он же будет как пилотная установка, он же привод для генератора и он же привод для автомобиля. И от всех тоже. Потому что он универсальный. Он здесь специально вот с левого края тут стоит генератор трехфазный. Чем хорош трехфазный? Тем, что в нем фазы между током и напряжением не совпадают никогда. Это шедевр Далива Добровольского. Это что значит? Если фазы не совпадают, это значит максимальной мощности не будет никогда. А это значит, что затраты на результат будут всегда больше. Наоборот, всегда между... Что-то у меня начали путаться слова эти. Потому что я это же только что переводил для итальянцев. Но в чем разница? Здесь получается, что дорога для Вебера маленькая, 25% от размера. Вот, допустим, здесь расстояние 50 миллиметров. Сумма 3 фаз 25. Почему? И тем не менее я применил именно так. Да потому что индуктор никогда не будет работать на полную мощность. Даже если, допустим, это двигатель автомобиля, то индуктор на полную мощность не будет работать, потому что для того, чтобы индуктор запустить на полную мощность, нужно груженный автомобиль пустить на большой скорости вверх по дороге. Это невозможно. Поэтому он никогда не будет работать на полную мощность. То есть здесь все правильно. Теперь профиль генератора. Вот профиль генератора. Значит, компания или корпорация в дальнейшем источник энергии будет выпускать генераторы 2 видов. На перманентных магнитах они тоже нужны, потому что будут заказы, особенно из Африки, на или продажу электростанциях небольшой мощности. Опять же, возвращаемся к самой главной задаче. Только продавать. Все экспорт. Один экспорт. Ничего покупать не надо. Покупать нужно только то, что есть комплектующие для изготовления вот таких генераторов. Теперь,
Я сделаю вот для Иван, Павел и еще кто-то, еще и не успел посмотреть. Вышлю схему, где значит, вот таких в одной трубе 3 пакета, 3 фазы. Между вот они должны быть сдвинуты. Если фаза А по центру, и здесь будет болт фиксации, то значит я нарисую красным цветом, что вот фаза А будет у нее по центру, фаза Б просверлена будет по, ну, на чертеже это будет понятно, вот здесь, на 5 градусов, а фаза С тоже здесь, на 5 градусов. Значит, центральный, потом на 5, а еще один в другую сторону тоже на 5 градусов. Это тоже, в данном случае ошибаться нельзя. Если сбить хотя бы на половину градуса, то, в общем, результат будет нехороший. Схема не один. Вот они, 3. Фаза А, центр, да, фаза Б, немножко повернута от А туда. Но это на чертеже будет видно. Дальше подшипник номер такой-то, это уже есть. Короче говоря, вот эта вещь должна быть готова, желательно, там плюс-минус тоже нежелательно. Тогда я расскажу, что делать дальше. Тем более крышка, что крышка, да, вот она крышка. Для токаря это блин алюминиевый. Они так и называют, блин. Потом из этого блина протачивают вот такие штуки, а на крышках еще делают отверстия для охлаждения. То есть чертеж для крышки не нужен, вот этого достаточно. Потому что любой ток он сразу понимает. Тем более тут написано, какой подшипник. Дальше здесь стоит 2 подшипника. Зачем? Потому что роликовый подшипник это позор промышленности. Только шариковые подшипники должны быть везде. И чё, зачем я показал схему? Опять же, я вынес информацию в интернет. Зачем? Для того, потому что есть, вот пример, да, вот этот двигатель первый раз сделал итальянец, лучший мастер на юге Италии. Отлично, работает, шума нет, он просто шелестит. Вот он. Лучший результат и тишина. Тем более шелестит, это там изоляция контачит. Вот в чем проблема. Второй раз этот же человек, этот же двигатель сделал не тот результат, начинает вибрировать. И в чем проблема? Это не значит, что согнули ротор. Он как был, так и есть. Это значит, что несинхронно выполнена обмотка. Это тоже важный момент. Тем более это простой. Здесь даже этот двигатель 1956 года. Я его просто нашел на свалке. Кстати, здесь тоже свалка есть. Такая прибыльная, там запчасти продают они. Ладно, идем дальше.
А вот силовые машины. Это не асинхронный двигатель. Я там слышал, у вас ошибка была. Это синхронный. И не двигатель, а мотор. Такой позор современной промышленности. Классные генераторы с полным водяным охлаждением мощностью 1200 мегаватт. Это оборудование с высокой степенью защиты не имеет аналогов в мировом атомном энергомашиностроении. В обмотке статора и сердечнике статора применяется шестифазное исполнение. А вот корпус хороший. И все, а больше ничего хорошего здесь нет. Опять же, чтобы выйти на такую мощность, нужно начать с малого. А чтобы мне легче будет обучать людей. Потому что, в принципе, я то же самое буду делать, что здесь, что там. This new modification in Russian dopo Italian. В мире нет электродвигатель, который не потребляет. У нас есть. Есть вибрации, поэтому есть потребление, а так их нет. Для инженеров это последовательно включенный прибор. Вот потреблять вибрации, ну ничего страшного, то есть 50% минус. Теперь включаем Архимеда. Это мощность мотора 1 киловатт. Консумо 10 раз меньше, 10 meno. And do Archimedes, PS. Это 2 радиуса Архимеда. Вот ньютонометры умножаем. Да? HDMI. Small. Yes. 1 metro. 200 newtonometer consumo 1 ampere. В результате на выходе больше, на входе меньше. То есть на малых оборотах гудит. Вот плохо, когда не отбалансированный ротор. Ну, в общем, результат такой. Потребление 0. Вот зум. Is vibration. Это схема на 2 транзисторах. Должна быть 3 транзистора на входе и 3 на выходе. Тогда будет идеальный результат и так далее. В общем, факт. Эта схема работает даже когда вибрации ротора. This schema work quando vibration not good. Vibration is work. Opposite. Yes. И важность такая. Время изготовления. Time of manufacture. Чтобы построить эту электростанцию, Крым это Севастополь. Севастополь и Симферополь, там их 2 строят. К 2000
2017 год. Вот это, 2017 год. Вместе с турбиной, вместе с генератором. Время изготовления генератора по нашей технологии максимум 2 месяца. Разница такая. Отличие одно. Это там, ну, это правильное название параллельной продольной обмотки. Можно называть гироскоп или нейтрализатор, как разницы нет. Но что интересно, в один проект, вот электростанция, да, схода нет, себестоимость выработки киловатт равна нулю. Или процент авторские права называется так. Оптимальная мощность 20 мегаватт. Но то же самое может сделать 20 гигаватт. Мне важно время изготовления. То есть, допустим, сейчас сделаем так. Вот два. Один я этот же двигатель сделаю как асинхронный. Потом подключим Gian Domenico, всех, Анджело, и сделаем 12 моделей без электромобиля. Вот 12 проектов, должно быть 12 моделей. Тогда будем предлагать. Ага. Значит, вот здесь у меня этого мало. Нужно, я вот еще вот такие проекты. Себестоимость. В час, 1 час, 2 часа, 3 часа, 4. Вот такое видео сделали. И все.